Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок. Сегодня у нас очередная кофта-сетка. Опять-таки молодежь попросила связать. Я понимаю, для старшего поколения это не актуально, но, как правило, мы вяжем для своих деток то, что они просят, и от этого никуда не деться. Вот такая паутинка. Один рукавчик красный, второй черный. Связала две паутинки, красную и черную, на спинке черный цвет у меня будет, впереди красный. Вот. Паутинка вяжется очень просто. Если есть желание, то я вязала в две нитки, потому что воздушные петли в одну будут сложную форму держать, а в две, ну, более-менее. Поэтому вот так получилось. Расход пряжи, тут у меня размер такой, знаете, широковатый. Но сейчас дети любят носить именно вот такие широкие модели. Вот, поэтому размер где-то на 46, наверное. Вот. У меня внучка носит 40-й. Ну вот ей нравятся вот такие вещи, которые будут висеть. Чтобы рукава висели, сама кофта висела. Вот это модно. Поэтому связала на большой размер, как просили. Расход пряжи черной грамм 50, наверное, и красный грамм 50. Вот и весь расход. И крючок взяла 3,5, чуть побольше. Предлагаю посмотреть, а если понравится идея, то и связать. У нас сегодня вот такая пряжа, пехорка успешная, 205 метров 50 грамм. А я вяжу в две ниточки, для того, чтобы пряжа не была очень тонкой и держала узор. Хотя узор у нас прям простейший, но тем не менее. Крючок я беру 3,5, чуть побольше. Делаем кольцо. И в кольцо 1, 2, 3 мы набираем 12 столбиков с одним накидом. Прошу прощения, не 3, а 4 мы набираем сразу с одной воздушной петлей. Столбик с накидом и воздушная петля. 12 столбиков, затягиваем потом наше кольцо, так вот потихонечку подтягиваем и начинаем вязать. 12 столбиков, воздушную петлю провязали, в третью воздушную петельку соединили, кольцо наше тоже подтянули, и теперь вяжем дальше. Вязание 1, 2, 3, 4, 5. Вязание очень простое. В столбик вяжем столбик и делаем 2 воздушные петли. У нас же была одна, теперь вяжем 2. И вот эту паутинку мы будем вязать по кругу, а у нас кофточка-паутинка, очередная кофта-сетка по просьбе моей внучки. У меня огромное количество, для тех, кто не любит эти сетки, огромное количество серьезных, плотных работ для взрослых. Вот. Но иногда бывают просьбы моей внучки, которая любит нестандартные вещи. И тут уж внучке не откажешь, поэтому мы вяжем такую вот паутинку. Вязание заключается в очень простом принципе. В каждом ряду мы добавляем одну воздушную петлю. Одну. Вот у нас было 12 столбиков, они так и остаются. 5 рядочков мы вяжем с одной воздушной прибавочкой. 2, 3, 4, 5. Вот покажу на большом полотне, которое я уже связала. И оно будет другого цвета. Идея такая: одна сторона черная, вторая сторона красная. Вот. Смотрите, что мы вяжем. Провязали с 1, 2, 3, 4, 5. 5 провязали, теперь начинается увеличение. 7, 7, 9, то есть мы добавляем 2 столбика. 7, 9, 11, 13 и так далее. Я дошла до 31 воздушная петелька. Вот. Пока оно выглядит не очень
Но после того, как мы прогладим, вся сетка распрямится и будет хорошо смотреться. Пока вяжем просто круг с такими вот прибавочками. До пятой воздушной петли вяжем, прибавляем по одной, потом по 2. По 2 до 25 ряда. А после 25 мы вяжем не один столбик с накидом, а столбик с 2 накидами. Вот и все. Такая вот интересная работа. Вяжем такой вот паучок симпатичный, но красного цвета. 2 половинки нужно связать. Как только 2 половинки мы связываем, разделяем на вырез. Вот вырез это будет 2 сектора. У нас их 12, 2 сектора это вырез горловины. Все. И потом я покажу, как разделить на плечи, как на рукава. Мы еще рукавчики будем вязать. Сошьем 2 паутинки по плечам, по бокам и свяжем рукав. И у нас получится вот такая кофта-паутинка. Я хочу один рукав красный, один черный. Соответственно, одна половинка черная будет, одна красная. Вот такая идея у моей внучки. Будем вязать. И кому интересно, вяжем. Это очень актуально и модно. Причем не обязательно это на лето. Меня внучка попросила на водолазку, она хочет носить. Вот такая идея, вяжем. Нужно связать, определиться. Вот у нас 2 сектора, это вырез горловины. Ниточка вот у меня здесь осталась. Вторая секция. Я поделила и красную, и черную пополам. Это будет плечо. То есть плечо нам нужно сшить с одной стороны и, соответственно, с другой. Дальше еще сделала распределение на сеточке ровно половина. От сих и до сих это будет пройма. Вот. Это будет рукавчик. То есть здесь мы не сшиваем, а вяжем рукав. Так как у меня было 31 петля, я на 16 сделала маркер. В одном месте, во втором. Дальше бачок у нас идет. Смотрите, бачок. Тоже я пропустила половинку, целый сектор и половинку. И вот это место нужно сшить. Сшивать будем таким образом, чтобы не было некрасивых швов на сетке. Мы просто-напросто набираем 15 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. Или даже, наверное, знаете, как мы сделаем? Мы соединим сначала черный цвет. Да. Черный цвет столбиком соединительным. А потом уже будем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 я провязала. И там, где я оставила маркеры по центру, надо соединить один маркер и маркер черный с черной ниточкой. Вот, это у нас сшивка плеча получилась. Давайте еще закрепим, да, вот, плечо. Вот таким образом. Теперь от плеча до маркера, вот, это пространство будет рукав. И я сразу начну вязать красной ниточкой рукав. Вторая сторона, точно так же мы привязываем ниточку, где маркеры стоят. Так, сейчас в сетке, да, сложно. Вырез 1, 2 сектора это вырез. Вот в этом месте мы с вами закрепляем, черную нитку привязываем и соединяем до половинки черной ниточкой. И черной ниточкой здесь будет рукав, а здесь у меня с этой стороны красный рукав. И
Я хочу сначала сшить рукав, связать, а потом уже сшить боковиночку, чтобы было меньше вот отрезков здесь. Потому что очень сложно кончики заправлять в кофте сетки. Каким образом я хочу вязать рукав? 1, 3 воздушные петли, это подъем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 мы провязываем. Мы же половинку с вами отмерили, значит здесь внизу тоже у нас 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Теперь соединяем там, где маркер. Красный и черный вместе. Это у нас мы сшиваем с вами пройму. Внизу, там, где подмышка. Соединили. Так, я не права. Нам нужно соединить со столбиком. Вижу в первый раз, так что да, ошибочки есть. Вот, соединили. Получается. Опять 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Теперь соединяем уже с черной стороной. С черной стороной. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вот. И теперь уже мы соединяем с основой наши 1, 2, 3 в третью воздушную петельку. Вот. То есть вот у нас рукав наметился, 4 сеточки, вот он рукав. И мы вяжем по кругу на ту длину, на которую нам хочется. 4 сеточки я вяжу на подростков вполне себе, хотя и на взрослого тоже нормально будет. Вот, то есть точно так же делаем подъем 1, 2, 3 и 15 не добавляем, а наоборот, допустим, рядов 5-15 связали, на одну петельку воздушную уменьшили на 14, на 13 делаем сужение рукава, чтобы рукав не выглядел слишком широким. У нас же все-таки дети. Вот. Если вязать на взрослый размер, уже ориентируйтесь. Вот таким образом мы с вами соединили. Пока все непонятно, на фотографии будет более понятно. Вот наш вырез горловины и рукавчик пошел. Как рукав свяжем, боковиночку точно такими же воздушными петельками надо соединить. Вот такая у меня получилась кофта-сетка. Еще один вариант. Мы с вами вязали квадратами, а это вяжется паутинкой. Из центра расходятся лучики. И вот таким образом красиво вяжутся. Я связала 17 рядочков, сшила их, привязала рукава. Один рукав сделала черным. Вот такая сеточка. И рукав один сделала красный. По бокам сшила. И внизу осталось, чтобы было удобно носить, разрез. Вот. Кофточка моя готова. Знаю, что многие не одобряют такие вещи, но молодежь сейчас носит, просит связать. Ну что сделаешь, когда просят детки? Берешь и вяжешь. Буду рада, если вашим внучкам тоже идея понравится. Они захотят связать. У меня вот такой вариант. Красно-черный. Пишите в комментариях, как вам идея. Если видео будет полезным, я буду только рада. Огромное спасибо, что досмотрели ролик до конца. Подписываемся, ставим лайки и смотрим видео.
и вяжем вместе со мной. До новых встреч!